На Беларусь-Калии произошла очередная трагедия. Из-за несчастного случая в возрасте 54 лет погиб машинист горно-выемочных машин Анатолий Гиптия. По предварительным данным следствия, погибший сотрудник получил смертельные травмы из-за несоблюдения требований охраны труда. Важно отметить, что несчастные случаи на Беларусь-Калии не редкость. Только в конце прошлого года произошли две серьезные аварии, в результате чего один человек скончался, второй в тяжелом состоянии находился в реанимации. Ему провели операцию по удалению глаза. И по двум этим инцидентам, и по множеству других проводилось расследование, однако о их результатах до сих пор ничего не известно. Сами же рабочие считают, что частые ЧП на предприятии – это все итог проводимой политики руководства. Шахтеры сильно загружены работой, и чтобы выполнить план, вынуждены ускоряться, что в свою очередь приводит к несчастным случаям. Более того, на производстве очень старое и плохое оборудование, что также влияет на частоту аварий. Непростое утро выдалось сегодня для ряда белорусских школ. Десятки из них получили на e-mail письма о минировании. Автор странного послания называет себя сообщником Протасевича и просит в минировании школ винить именно журналиста и ни в коем случае не милицию. Позже удалось выяснить, что письма были отправлены с электронного адреса ортопеда из Омска, россиянина Павла Бачеева. Количество заминированных учреждений образования исчисляется сотнями по всей стране. Кроме белорусских школ, кто-то заминировал еще и один самолет Ryanair, летевший из Дублина в Краков. Из-за угрозы взрыва он совершил экстренную посадку в Берлине. На борту находилось 160 человек. Всех их эвакуировали и отправили в Польшу другим рейсом. В условиях, когда многие полеты стали невозможны, белорусы вновь задумались о том, чтобы уезжать из страны наземным способом. Однако тут оказалось не все так просто. Сегодня в Госпогранкомитете заявили о том, что белорусов с иностранным ВНЖ не будут выпускать из страны. Но не стоит паниковать. С временным видом на жительство поездки будут возможными, однако при себе необходимо будет иметь сопровождающие документы из университета или работы. Только совершать такие путешествия можно будет не чаще одного раза в полгода. Важно отметить, что ранее временный выезд из страны был ограничен как для белорусских граждан, так и для иностранцев, имеющих разрешение на постоянное или временное пребывание в нашей стране. В описании к этому видео мы оставили ссылку с подробной инструкцией выезда наземным транспортом из Беларуси. Белорусы, живущие в Великобритании, продолжают призывать британских партнеров прекратить связь с госпредприятиями нашей страны. Речь идет о Rolls-Royce и British American Tobacco. Диаспора белорусов усилила свое давление на эти компании после принудительной посадки рейса Афины-Вильнюс. В связи с чем British American Tobacco планирует внедрить усиленную процедуру комплексной проверки прав человека на заводе Ньоман, а Rolls-Royce подтвердил, что исследует опасения, высказанные диаспорой по поводу взаимоотношений между базирующимся в Германии подразделением компании Power Systems и БелАЗ. Активисты также собираются исследовать вопрос закупок британскими компаниями древесины из Беларуси и продолжают привлекать внимание властей к компаниям, которые сотрудничают с режимом нелегитимного. Ситуационно-аналитический центр объявил о создании мобилизационного плана «Перамоги» и призвал белорусов присоединяться к народному ополчению, которое будет формироваться по принципу постановки на воинский учет. Для этого каждый белорус имеет возможность анонимно зарегистрироваться в чат-боте и сообщить, чем именно он может помочь революции в зависимости от своих навыков и возможностей. Данное движение уже поддержала Светлана Тихановская, подчеркнув, что не станет выступать против воли народа, который стремится защищать свои права. В аналитическом центре считают, что благодаря плану «Перамоги» мы снова массово вернемся на улицы, при этом сохраним свои ресурсы, использовав их эффективно и в нужный момент. Цель плана – восстановление законности и правопорядка в нашей стране путем организованной и мирной передачи власти народу. Ссылку для регистрации мы оставим в описании к этому видео. И это все на сегодня. Не забывайте ставить лайк и писать комментарии для продвижения этого видео. Берегите себя и живи Беларусь!